Всем доброе утро. У нас сегодня понедельник, и вот такая вот погода. Снег начал идти еще в субботу, но он был такой мокрый, не очень. А сегодня утром прямо чудо чудесное. Зима-зима. Но вообще нас снег не очень тут балует. В прошлом году снег был один раз, и то, по-моему, 2 дня, и все. Ну, такой, чтобы вот прямо вот так лежал. И вам не видно, но он продолжает идти. Поэтому мы подумали, что надо, наверное, купить санки. Раз у нас такая классная погода. Младший, по крайней мере, потому что, ну, такие, знаете, пластмассовые, потому что они до 50 килограмм, а деревянные, ну, я не вижу смысла их покупать, они очень большие. И если их даже ставить в багажник машины, они будут занимать пол багажника. А как же моя куча вещей? Мы в прошлые выходные ходили на ярмарку. Я сделаю отдельное видео про ярмарку. А в эти выходные к нам приезжали друзья с Чехии. И мы тоже ходили на ярмарку, но уже посетили 2 ярмарки в один вечер. И как раз пошел снежок. Очень классно было. Такой снежок. Ярмарка вся в огнях. Ну, это будет отдельное видео про ярмарку. Не хочу сюда. Вот, кому будет интересно, посмотрите. Детям осталось до каникул 1,5 недели. И начнутся зимние каникулы. Но, конечно, уже хочется отдыхать и готовиться к Новому году. Я 3 недели пересматривала всякие рецепты в интернете. Не то чтобы новое что-то, потому что у меня семья любит кушать по стандарту. Пюрешка, котлетка. Но хотелось, чтобы что-то такое красивенькое. Я нашла, написала себе меню. А вы себе меню уже написали на Новый год? Ничего особенного я не готовлю. Ну, а вы что написали, расскажите мне в комментариях. Может быть, какая-то интересная подача или что-то оригинальное. Но если какие-то блюда, то из простых продуктов, потому что, честно говоря, немножко в этом году до шикарного стола нет настроения, нет особых желаний, да и возможностей тоже. Есть немножко другие проблемы, которые требуют достаточных вложений. Нет, погода сегодня вообще отличная. Прям мне не хочется заходить домой, но надо идти. Сейчас еще чуть-чуть погуляю с собакой. Ветра нету, из-за этого погода всегда классная, когда ветра нету. Будь то дождь, снег, неважно. Главное, чтобы ветра не было. То когда метет в лицо, дует точнее, не очень приятно. Но мне надо идти домой. Как всегда, много дел. Ну, какие-то домашние такие. То приготовить, то помыть. Вот. Не знаю, на сегодня у меня особых планов не было. Перестала планировать, потому что все же я планирую, ничего не получается. Что-то начинает происходить не плана. Видите, как красиво. Вообще класс. Сейчас бы не в школу, а где-то в лес пойти. На саночках покататься. Мы уже поставили елку дома, не стала снимать, потому что, честно говоря, все очень быстро происходило и ночью. Ну, как уже, почти 9 было, поэтому не снимала. Но покажу елку, но еще до конца не украсили. Хочу еще одну гирлянду купить. Мы одну отвезли на дачу, на веранду. Теперь хочу детям повесить гирлянду, потому что у детей не было раньше карнизов. А теперь на карнизы можно красиво повесить гирлянду под шторы. Будет классно. Но снимать ее не буду, она так и останется. Пускай висит детям, как ночничок. Утром проснулась,
немного болит горло. Так я сейчас приду, чаечек сделаю. У меня есть лимон, есть имбирь, есть медик. Сейчас такой коктейльчик себе как сделаю. У меня даже мята есть точно. Все будет вкусненько, по-зимнему. Сяду и буду смотреть в окно. Вот так. Вот такой план. Пить чай и смотреть в окно. Я могу еще книжку почитать. У меня книжка есть где-то. Не, ну у нас много дома книг. Вот. И все, я не буду ничего делать. Буду любоваться погодой и наслаждаться чаем. О, классный план я придумала. Как вам мой план? Ну, еще немножко надо что-то приготовить. А то за выходные подъели. Муж будет ехать с работы. Попрошу хлеба купить. Не хочу в магазин идти, потому что я с собакой. А с собакой в магазин нельзя. Его надо завести домой, потом и специально идти в магазин. А ну что, когда домой зайдешь, уже никуда не хочется, потому что дома хорошо, тепленько. Так, будем мы заходить. Честно говоря, вот снег идет, но немножко метет в лицо. И когда спиной, конечно, хорошо, когда лицом идешь, то прям не очень. Все, я вам показала нашу зимушку неожиданную. Это мне друзья с Чехии привезли. У них там снег с конца ноября. Вот они приехали в субботу, и как раз снег начался. Это они привезли 100%. Потому что за 2 года я в декабре снег и так много. И же, получается, 3-й день сегодня идет снег. Первый раз вижу. Ладно, пошли мы домой. Чаечек делать. Так, наконец-то мы добрались до окон. Были вот такие вот. Я не знаю, как они правильно называются. Вот так они закрывались. Ой, сейчас. Вот. Ну, там оно опускалось ниже. И вторая. Ну, они, плюс в том, что сразу темно в комнате. Хорошо, особенно летом, когда хочется выходной поспать и солнце не мешает. Но они не дают окнам дышать, из-за этого окна все время плачут, поэтому мы повесили подгардинники. Сейчас я замочила гардины, поглажу шторы и будем вешать, и вот это вот уберем отсюда. И будет красиво, будут шторы. Вот сейчас вот так вот выглядит. Так, вот я детские гардины замочила, потом замочу еще гардины в нашу комнату, в спальню. И пойду гладить шторы. В этой комнате тоже висит вот такая вот черная, я не знаю, как она называется, она закрывает полностью окно. Но теперь тут будут гардины и шторы. Вот такая вот красота в итоге получилась. По-моему, гардины идеально со шторами. Мне нравится, красиво. Сейчас покажу, как у детей получилось. Вот такая красота в итоге получилась. Мне не очень нравится цвет штор. Но попозже поменяю. Ну, так тоже неплохо. В крайнем случае лучше, чем было. Вот такие вот подарочки подарили моим детям. Это такой получается адвент-календарь от фирмы Kinder. И вот здесь открываются окошки. Естественно, дети пооткрывали быстренько все окошки. Какое сегодня число? Сейчас 16 я открою. И покажу вам, что там лежит. Опа! Ну, это, конечно, не киндер-сюрприз, но такое маленькое шоколадное яйцо. Я так понимаю, 24-го будет побольше яйцо, да? Ну, это можно будет открыть 24-го. Сейчас открывать нельзя. Ну, вообще такая неплохая затея, такой маленький, оригинальный, классный подарок. Ну, а всем, кто любит шоколад, так тем более. Ну, Kinder, как всегда, знаете, впереди всех. Еще вот такой вот классный подарочек тоже подарили моим детям. Тоже от фирмы Kinder. Шоколадные конфетки. Да, конфетки тут. Так, продолжаем распаковку. Вот конфетки тут такие. Вот какой-то батончик такой. Вкусненький, наверное. Но прикол этой коробочки в другом. Не в конфетах. Конфеты — это ерунда. Сейчас я выключу свет и покажу вам,
В чем фишка этой коробочки? Тут есть кнопочка. Мы ее нажимаем. Вот. Видите, там маленький огонечек. В домике горит огонечек. У меня дети эту коробочку используют как ночничок. Включают вечером, когда света в комнате нету. Ну, конфет у них тоже уже нет. Ну, у одной из них точно конфет уже нету. Вот, и получается такой, как ночничок. По-моему, классная затея с этим ночничком. Особенно для маленьких детей. Вообще классно. Я не маленький ребенок, но мне понравилось. Классная идея. Это такой, как домик Деда Мороза с конфетками. И огонек там горит. У меня старшая дочь на физкультуре потянула руку и пошла в ДМ. Вот это магазин ДМ. И купила себе пластырь, чтобы зафиксировать палец. Кстати, вот этот палец, да. Вот. И оказалось такой сюрприз. ДМ всем за любую покупку, неважно на какую сумму, потому что этот пластырь что-то до 2 евро стоит, дает вот такие вот шоколадки. В честь Рождества. Ну, как говорится, мелочь, а приятно. Я уже рассказывала, в прошлом году младшей дочери учительница всем детям в классе дарила небольшие подарочки. Вот в этом году тоже вот такой вот пакетик с подарочками был на Святого Николая, да, Алис? Да. На Святого Николая. Ну, в честь рождественских праздников. Давайте посмотрим, что тут есть. Значит, я хочу сказать, что в этом году подарков в этом пакетике больше, чем в прошлом году. В прошлом году было очень скромно, а в этом году мне прям очень понравилось. Значит, мыльные пузыри. Вот такие вот. Потом киндер шоколад. Маленькие шоколадочки. По-моему, их уже кто-то тут открывал. Что там еще? Так. Удивила. Вот этот вот пакетик очень удивил, потому что это соль для ванны. Зачем детям соль для ванны? Не знаю. Ну, может, это для мамы соль для ванны. Что ты хотела сказать? Так, маленький Дедушка Морозик от фирмы Милка. Дальше что? Чай. Я вам рассказывала, что детям любят дарить чай. Это запеченное яблоко чай. Чай. Так, что там еще? Да, вот это я тоже говорила. Орешки. Кто-то уже тут мышонок какой-то грыз. Знаем этого мышонка, который грыз орешки. Вот орешки любят детям дарить. И дети, кстати, очень часто на завтрак или на перекус берут орешки. Так, еще орешки. Это арахис. В прошлом году был грецкий орех. И арахис тоже был в прошлом году. Так, это еще кто-то что-то погрыз и бросил. Мы знаем этого мышонка. Так, еще орехи. О, боже, сколько орехов. О! Это вот был завязан пакетик, так, да, это какая-то прищепочка. Тут Дед Мороз и написано, для кого этот пакетик, то есть именной пакетик. Все. Что-то, мне кажется, тут еще что-то было, Алиса, нет? Нет. Вот такие вот подарки в школе подарили каждому ребенку. Это учительница или, не знаю, или, может, родительский комитет, но... Я думаю, детям всем понравилось. Такой вот подарочек. Вот такие вот небольшие подарочки получили у меня дети в честь Рождества. Кстати, я забыла вам показать. Я спрашивала, зачем эта штучка. Забыла показать, зачем, да? Показываю.
Мгм. Да, это подставка под телефон, ну или под планшет. Можно и так ставить, в ширину, в длину. Два проема из-за того, что разной ширины и разной толщины телефоны или планшеты, поэтому тут шире, а тут уже. Классная вещь. Ну что, я понемногу тоже уже готовлюсь, ну не то чтобы к Рождеству, а к Новому году. Я уже говорила, список я написала, меню, которое я буду готовить. Продукты я уже все купила. Единственное, овощи куплю туда уже ближе к 29 числу, где-то 29, наверное. Пойду за овощами, фруктами, фруктовую тарелку сделать, конечно. Вот. Ну, а все остальное я уже на Новый год купила, у меня уже все есть. В принципе, голову морочить не буду. Есть некоторые планы еще до Нового года, но пока заранее рассказывать не буду. Как все случится, так все вам покажу, расскажу. Обязательно ничего не спрячу, не утаю. Вот такие вот дела. Ну что, друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Поставили мне лайк, написали комментарий. Вам не сложно, мне приятно. Ну, честно, я с удовольствием отвечаю на все ваши комментарии. И радуют меня лайки. Не радует, конечно, когда лайков мало. Но кто поставил, тому спасибо. Кто написал, тот молодец. Все, на этом я буду с вами сегодня прощаться. Всех люблю, целую. Все буде Україна. Пока-пока. Дурацкая челка.